Привет, друзья! Привет! У нас на канале есть очень простой рецепт домашнего хлеба. Вот ссылочка на него, если вы не видели, обязательно посмотрите. Но это хлеб самый обычный, из белой пшеничной муки с использованием дрожжей. И мы сегодня решили сделать абсолютно другой хлеб для любителей правильного питания. Это хлеб на основе красной чечевицы. Он без муки, без дрожжей, без глютена. Смотрите и повторяйте. Более того, мы вам покажем сразу два рецепта. Один рецепт на основе сухой чечевицы, а другой рецепт на основе чечевицы, которую мы замочили на ночь. Но оба рецепта очень-очень простые. Поехали? Поехали! Первый способ. В чашу для смешивания разбиваем одно яйцо, добавляем 240 грамм кефира, пол чайной ложки соли, столовую ложку растительного масла и 35 грамм псилиума. Все перемешиваем. И даем минут 10 псилиуму набухнуть. 200 грамм красной чечевицы, которую мы предварительно промыли и просушили, высыпаем в блендер и измельчаем. Масса на основе псилиума загустела. Добавляем к ней измельченную чечевицу, грамм 50 разных семечек, чайную ложку разрыхлителя и все перемешиваем. Делаем это сначала ложкой, а потом руками, чтобы все тесто собралось у нас в один комок. Форму, выложенную бумагой для выпечки, смажем небольшим количеством растительного масла и выложим туда наше тесто. Уплотняем и распределяем тесто по всей форме. Посыпем черным кунжутом и уберем в духовку, разогретую до 200 градусов, примерно на час. Хлеб готов. Вытаскиваем его из формы, перекладываем на решетку и даем остыть. А теперь разрежем и посмотрим, какой он получился. Хрустящая корочка, мягкий, пористый. Второй способ. Замоченную с ночи чечевицу промываем, откидываем на сито и даем в воде стечь. В чашу для смешивания выкладываем чечевицу, добавляем 2 яйца, 100 грамм нежирной сметаны или йогурта, 2 столовые ложки растительного масла и пробиваем все погружным блендером. Вот такая кашеобразная масса у нас должна получиться. Добавляем пол чайной ложки соли, 10 грамм разрыхлителя и по чайной ложке сухого укропа и базилика. И еще раз все перемешаем. Тесто для чечевичного хлеба готово. Форму, выложенную бумагой для выпечки, смажем небольшим количеством растительного масла и выложим в нее наше тесто. Распределим тесто по всей форме. Присыпем поверхность смесью семечек. Отправляем в духовку, разогретую до 180 градусов, минут на 45-50. Вот и второй хлебушек готов. Вытаскиваем его из формы. Посмотрите, дно полностью пропеклось. Дадим ему немного остыть. Правда красивый? Разрежем. Он очень легко режется.
и получился очень пористый и воздушный. Что ж, друзья, можно пробовать, как получились у нас наши аппетитные и очень полезные хлебушки. Мы свое обещание выполнили. Из одного продукта испекли два совершенно разных хлеба. Один у нас получился практически белый, а другой черный. Но сейчас мы попробуем. Каждый скажет, что ему понравилось больше. Так, начинаем. Давай-ка сперва с этого. Бородинский хлеб с семечками. Ну, Ну, правда, он очень похож на настоящий похож? хлеб. Да, если бы мы сюда добавили семена кориандра, Угу. может быть, он был бы похож еще больше. Ну-ка. Ну-ка, пробуем этот хлебушек. На-ка. Какие разные по вкусу, даже не скажу, что тот и другой приготовлен Из из чечевицы. чечевицы. Ну, какие они пористые, да? Какие они вкусные. Этот с ароматными травами, этот с семечками. Ну, просто находка для тех, кто хочет себя в хлебе не ограничивать. Готовьте и ешьте на здоровье. Как вы могли сами убедиться, если досмотрели видео до конца. Рецепт просто элементарный. Получится у каждого. Обязательно. Так что подписывайтесь на наш канал, если еще не подписаны. На нем вы увидите для себя еще много-много всяких интересных рецептов. Оставляйте свои комментарии, задавайте нам вопросы, делитесь своими рецептами. А главное, друзья, никогда не бойтесь экспериментировать. Готовьте с нами, готовьте как мы, готовьте лучше нас. Угощайте своих дорогих и близких такими замечательными хлебами из чечевицы. И не забывайте ставить лайк. До новых встреч! Пока!